Привет, друг! Ты на канале J-Centers, меня зовут Джон Кормилицын, это 34-й новостной CG выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Не могу не поделиться двумя роликами, которые вышли у нас на канале. Это смертоносный двухчасовой разбор по созданию персонажа с огромной инфой от и до, и первая часть всех плагинов для Blender. Это видео вы просили много, так что все для вас. Вышло обновление GPU рендера с трассировкой лучей Light Tracer Render в версии 1.7. А основатели, кстати, из России. Анонс экспериментального релиза состоялся еще летом 2019 года, а первая коммерческая версия появилась в начале 2020 года. Light Tracer выполняет рендеринг прямо в браузере, как веб-сервис, ну или может работать автономно на Windows и macOS. Программа обеспечивает довольно фотореалистичный рендеринг, и ребята сами писали все алгоритмы для реализации ускорения рендеринга и трассировки лучей. Light Tracer прост и интуитивно понятен в использовании. Созданную сцену легко переносить из нативной программы веб-сервис. В последнем обновлении представлена поддержка цветовой гаммы ASS, позволяющая отображать гораздо более широкий диапазон цветов, чем обычный sRGB. Также новая версия поддерживает анимацию GL Transmission формат, то есть GLTF, которая предназначена для передачи и загрузки 3D-моделей в веб-приложение. Существенно улучшили импорт моделей SAPR, что позволило гораздо более точно отображать геометрию. Помимо всего этого, повысили производительность. Также рендер стал доступен для macOS High Sierra или новее, включая Big Sur. Стоимость подписки начинается от $7 в месяц, а бессрочная лицензия стоит всего $50. Не пропустите следующий выпуск, устроим небольшой конкурс. Пацаны из CG-магазина на своем YouTube-канале проводят батлы, точнее назвать стрелки, между CG-специалистами с района. Сейчас идет четвертьфинала второго сезона «Стрелка 2.0». Всего 12 участников, уже прошло 3 встречи, и сегодня, 25 января, примерно в 7 часов по Москве, а точнее в 7 часов по Москве, будет очередная сходка. Так что заходите, там обычно человек 40 обитает, но вот с тобой будет 41. А еще с сегодняшнего дня Gravity Sketch становится бесплатным на всех платформах для индивидуальных пользователей, что в свою очередь позволяет представить VR-формат еще большему количеству людей для творчества. Нацелено это, как вы понимаете, на то, чтобы эти новые, и заинтересованные пользователи в дальнейшем внедряли Gravity Sketch в свой рабочий процесс, а следовательно переходили на бизнес-версию, в которой, кстати, можно в реальном времени создавать сцену вместе с другими участниками, чего в бесплатной версии, конечно же, увы, нет. Также команда Gravity Sketch активно разрабатывает приложение для iPad. Оно будет выпущено в начале 2021 года. Сейчас можно подписаться на лист, ожидая бета-версии. Известно, что приложение позволяет создавать 2D и 3D эскизы на iPad и полностью поддерживает Apple Pencil. А еще можно будет использовать совместно с VR-версией. Наткнулись на приложение Smoothie 3D, которое недавно получило обновление. Программа позволяет перевести 2D в 3D путем простой обводки предмета по контуру, причем имеет довольно обширный набор инструментов для выделения. Отрисованный предмет можно экспортировать в нескольких форматах, поддерживаемых 3D-пакетами, и VR-платформами. Также программа сохраняет текстуры, и идет только на iPad, поддерживает Apple Pencil и стоит около $2. Ссылочка в описании. Double Tools 3D. Double Tools 3D представила LWCID 2020 для Cinema 4D. Программа содержит набор инструментов для SAPR-моделирования. Это обновление ускоряет производительность и расширяет поддержку до Cinema 4D R23. LWCID содержит не только инструменты для моделирования, но и позволяет настраивать UV непосредственно на объектах во Viewport. Набор функций пока что ограничен, но разработчик отмечает, что со следующим выпуском будет расширение возможностей. Все подробности по ссылочке в описании. Спустя месяц Aтой выпустил очередную сборку Octane Render 2020.2 RC7. На официальном форуме разработчики написали, цитирую: «Надеемся, это последняя сборка перед стабильным выпуском. В обновлении опять же только улучшения и исправления. В описании оставили ссылочку. Напишите, есть ли тут ребятки, кто тестирует такие предварительные версии». Плагин USD для Maya получил обновление. Для универсальной поддержки USD в 3D-пакете разработчики объединяют плагины Pixar USD Maya и Animal Logic, который был отдельно выпущен как Open Source. Из улучшений версии 0.7 исправили ошибки и добавили поддержку экспорта Blend Shape. Все исправления на GitHub Autodesk. Ссылочка в описании.
И еще для Maya в скором времени выйдет программа Gravelities. Это новый инструмент, который позволяет управлять интервалом и замедлением кривых в Graph Editor. По словам разработчика, с помощью его инструмента анимация персонажей или предметов станет намного мягче. А также благодаря простому интерфейсу и интуитивно понятным настройкам программа ускорит рабочий процесс. Платформа Production Crate обновила свой бесплатный контент. Сейчас на сайте доступно более 500 бесплатных FX заготовок, таких как взрывы, дымы, вспышки, брызги и прочие эффекты. Все они в основном с разрешением HD или выше. Бесплатные ресурсы лицензированы для использования в коммерческих проектах, только количество загрузок ограничено, ссылочка в описании. И еще VFX Assets выпустила бесплатный Displacement Map Земли размером 48К. Это 43200 на 21600 пикселей и является 16-битным TIFF. Также есть текстура за $30 с более высоким разрешением 172К. Motherfucker. В обоих случаях загрузка также идет с Alembic, ну и файлами сцен 3ds Max и Houdini с настроенными UV отображением UDIM. Бесплатная версия только для личного использования. На Pixel Lab появился бесплатный пак с пресетами света для Arnold Render в Cinema 4D. Представили 31 настроенную студию освещения, и для скачивания необходимо подписаться на рассылку. Ссылочка в описании. Canon тем временем представила сайт, на котором можно получить фото поверхности Земли с настоящего спутника. Система пока не совершенна, хотя запуск состоялся еще в 2017 году. Установленная на нем модифицированная камера 5D Mark III способна снимать земную поверхность с высоты около 600 километров, ну и выдавать изображение размерами 6 на 4 километра с разрешением около 1 метра. Предполагается, что каждый может зайти и сделать необходимый ему снимок. Однако сейчас в доступе есть только некоторые области, которые можно масштабировать и кадрировать. Да, и один спутник не сможет в реальном времени сделать фото той местности, которая необходима именно сейчас. Тем не менее, это уже дает понимание о возможностях и разрешении оптики. Спасибо, друзья, за просмотр, а сейчас очередная порция вдохновения от таких художников, которых вы, возможно, не знали. Заходите к нам в Telegram-чат, посмотрите обязательно ролик с Вадиком, то есть ролик, где мы создаем его голову. Попробуйте создать самостоятельно. Всю подборку ваших офигенных работ я смогу засунуть в какой-нибудь из выпусков и, возможно, даже разобрать какие-то ошибки, и сможете позадавать вопросы. Поэтому скидываем к нам в Telegram, не стесняемся, и до новых встреч, друзья!